дважды получите удовольствие, потому что сначала будете слушать все по-английски, а потом по-русски. As Alex said, my name is Mike Goff. Goff is a name that in English requires 5 letters. In Cyrillic it only requires 3. So you get me cheap today. Значит, имя его правильное, то есть фамилию, если правильно произносить, все-таки не Гауф, а Гоф. И на английском языке, чтобы записать русские 3 буквы, требуется целых 5. И это вас может, конечно, ввести в заблуждение. Right. We're going to divide this presentation into several sections. I'm going to do some, Bob's going to do some. We're going to break halfway through and have a cup of coffee, so hopefully that will keep you awake for the second half of the presentation. Нашу презентацию мы разбили на несколько частей. Часть буду я рассказывать, часть будет Роб. И еще она будет несколько раз разбита на кофе-брейки для вашего удобства и просыпания. First of all, a little history lesson. The 600 series goes back to some 20 years. In fact, it was one of the first projects I worked on as an engineer when I first joined B&W in 1989. Сначала немножко истории. 600-й серии практически уже почти 20 лет. И это была 20 лет назад первая серия, которой я занялся, когда пришел инженером на работу в Bowers Wilkins. It's always been about trying to put as much technology into a product to make it the best sounding in its category. Всегда перед нами стояла задача вложить в данную ценовую категорию как можно больше передовых технологий и добиться самого лучшего возможного звучания. Often this technology has been... Okay. Often this technology has been premiered in our most expensive ranges and then brought down either because we've been able to make it more cost effectively or it's been adapted for the low price point. Как правило, все передовые технологии сначала внедрялись в наших топовых линейках, а потом у нас появлялась возможность, частично из-за того, что при массовом производстве цена могли сделать цену ниже, частично потому, что они были адаптированы, мы могли их перенести в нашу линейку начального уровня. Which is the product we introduced in 1995, and that was when we introduced Kevlar cones to the range. Значит, впервые мы эту линейку, как во вчерашнем конкурсе был правильный ответ, выпустили на рынок в 1995 году, и нашей первой целью в этой серии номер 1 было сделать доступную линейку с передовыми технологиями. Series 2 came out in 1999, and introduced improvements to the tweeter. Итак, это было 95-й год, первое поколение. Поколение второе появилось в 99-м году. Впервые оно приобрело новый твиттер. Твиттер без nautilus. С трубой nautilus в 99-м году. До этого ее не было. Series 3 came out in 2001, and not only did we have improvements to the drive units, but it saw a change of industrial design from kind of range, who did all our design previously, to native design. В 2001 году мы дополнительно в третьем поколении не только улучшили характеристики всех драйверов, но и перешли к новому дизайну. Если раньше у нас был промышленный дизайн от ветерана Кеннета Грейнджа, то теперь мы перешли к более современному дизайну от Мортона Уоррена с его студией Native Design. Finally, in 2007, Series 4, the one that's just finishing, came out. In that series, we've got the FST technology to repeat resistance and introduced near-dimming magnets. Наконец, в 2007 году
появилась на свет серия, которая сейчас уходит. В этой серии впервые появился FST, то есть фиксированный подвес для среднечастотных драйверов, плюс мощные неодимовые магниты в системах динамиков. Now, that was 7 years ago, and 7 years is really quite a long time for products of that category to remain in the portfolio. Это было 7 лет назад, но 7 лет это слишком долгий, это очень приличный срок для того, чтобы система все время оставалась в нашем портфолио. And I think that the fact that the series has lasted so many years is testament to the quality, the sound quality that was obtainable from those products. То, что предыдущее поколение 600-й серии оставалось на сцене и на рынке так долго, это наглядное доказательство очень высокого качества ее звучания. Now I shall quote from the great Russian athlete who said, "It's now time to raise the bar again." А теперь я хотел бы процитировать слова вашего великого российского атлета Сергея Бубки, по-моему, он украинский, который неоднократно поднимал планку рекордов вверх и заявить: настало время поднять планку еще раз на новый уровень. Yes. Но он советский. Советский. So now we're going to introduce the new 600 series, and to set some commercial background, I'm going to hand over to my colleague. Сейчас мы расскажем о новой 600-й серии и начнем с неких коммерческих предпосылок, с бизнес-истории, о которой расскажет наш любимый Роб Синклер. Ничего про политику, опять к 600-й серии. Слово «Украина» вырвалось это у меня нечаянно. So 600 series is the first launch of the clean range that we've done in 5 years. 7 years since we've changed the 600 series. So this is a very important launch for us. Для нас выпуск вот этой новой серии, 5-го поколения ее, это очень важное событие. Не только потому, что мы ее разрабатывали целых 5 лет, но и то, что прошло уже 7 лет, возраст предыдущей серии. So as an indication of how important that is, this little graph, I'm afraid it works from right to left as opposed to left to right, indicates 5 years ago, map 5. Значит, вот здесь есть график, который сделан шиворот на выворот. Время идет не слева направо, а наоборот, справа налево. Справа налево. И на нем отложены кривые, которые показывают. So 5 years ago, within the category specialty, as we would call it, 600 series represented 20% of our business, or 14% of our total business. So a very important range. Значит, 5 лет назад 600-я серия представляла 20% так называемого specialty бизнес и 40% приносила всех доходов компании Bowers Wilkins. Это говорит о том, насколько это важный для нас продукт. So over the last 5 years, we've seen it slip, as you would expect, to 14% of our specialty category, or about 7.5% of our total business. So it's still a lot of business for us, and therefore for you. But clearly it was time for a change. После этого в течение 5 лет ее доля плавно уменьшалась. Она сползла с 20 до приблизительно 15%, как specialty продукт, и до 7% в общем объеме доходов. Настало время в общем объеме производства настало время принимать меры, делать новое поколение. So our expectation and our target with this range, which indicates again how important it is to us, is to get it back to about 20% of our specialty business. Наши ожидания, наши надежды на то, что нам удастся вернуться к цифрам вот с правого края этих кривых, то есть восстановить былые позиции,
утвердив на рынке новую версию 600 серии. One of the decisions we've made, and we were inspired by looking at trends in finishes, and the trends we looked at with CN, was to reduce the number of finishes going forward for 600 series. So you can see with CN, which is where we have 4 finishes, that white has become from 7% 4 years ago, now represents 26% of our CN business. This is finishes, okay? Venge, which was 24%, has dropped to 10%. Rosenut, which was 14.5%, has dropped to 6.5%. Параллельно они изучали рост и падение популярности отделок, то есть модных цветов, колонок на примере серии CM. В серии CM, например, белые, вы видите, вот эта бледно-зеленая кривая, они всего лишь там с 7% поднялись до 28%. Еще раз напоминаю, что время движется в ту сторону. То есть белые вышли на небывалую популярность 28%. В то же время Венгия, синенькая, она упала, вы видите, до 10 приблизительно процентов. Вот эти тенденции они изучили и решили применить их к 600. Рознат упал, видите? 3 раза. So as you can see, driven by markets like America, like Germany, and like Russia, black has remained very consistent. So clearly, sticking with black. И еще вы можете видеть, что черная отделка, она остается постоянно популярной, как в Америке, как в Европе, так и в России. So with the trend again clearly being seen towards white as the secondary finish, we decided to focus attention on just 2 finishes, so it would be black and white going forward. Поэтому мы решили сосредоточить свое внимание только на 2 отделках, черное и белое. Other bits of detail to give you with the 600 series before Mike gets into the technology is the subwoofers. So to support the white finish, all 3 of the 600 series subwoofers will also be available in white to match the 600 series color. Еще одна деталь, которую я хотел бы вам сказать перед переходом к технологиям, о сабвуферах. Дело в том, что 3 сабвуфера, которые выпускались раньше, они в поддержку новой 600 серии будут также выпускаться, но приобретут белую окраску, белую отделку. Small detail, we have a stand that has been sold with the 600 series, so we've modified the top plate so it matches perfectly with the new 685 and 686. Еще одна деталь – это подставки. Это стойка, и ее верхняя часть была модифицирована, чтобы она подходила под основание новых колонок полочных новой серии. And for the installers and integrators amongst you, we are continuing with the DS3 dipole speaker for the range. We're keeping that as just black because the demand for that is exclusively black because of the application. Еще что интересно для инсталляторов, установщиков, мы продолжили производство дипольно-монопольной настенной акустической системы, которая остается только в черном. Спрос на нее исключительно на черные вот такие вот колоночки. Называется DS3. Она уже давно присутствует в линейке. Вот, with white front speakers and black surround. Now we find that typically for 600 series, for surround systems, we're using floor standing speakers at the front, and then it's invariably 685, 686 for the rears. And the DS3, the 2 dipole, tend to go on sidewalls, where typically, for some reasons, the installers or the customers just want black. Значит, на тылы обычно идут все-таки 686, 685, которые можно выбрать белыми. А вот на боковые стены, вот этот дипольный, который излучает в бок и создает диффузное звучание, они почему-то предпочитаются инсталляторами в черном виде. Finally, and as you asked the question, most of the DS3s actually are sold outside of 600 series systems.
and the installers typically want that. Значит, большинство из производимого объема DS3 все-таки продается не с 600 серии. И так как они идут не с 600, то тут главный голос имеют те, кто их устанавливает с другими сериями. I won't dwell too much on the pricing because that's really down to the A&T team, sales teams to explain that to you. As an overview, our pricing from the old series to the new series has changed from about 5% to about 16%, depending on the model. Because as Mike will explain in a minute, some models have had dramatic changes, other models not quite so dramatic. Я не буду вдаваться в обсуждение цен, скажу только кратко, что цены изменятся приблизительно на 5-10%, несмотря на то, что изменения технологические для многих колонок кардинальные, об этом вам расскажет Майк. Но в принципе все вопросы по ценам к AT&Trade. So it gets even more confusing, of course, because exchange rates come into this. So without going into the detail of that, your Russian ruble is a little bit weak, so unfortunately against other currencies, your price increases may go up a little bit more than others. But basically, the changes in the Russian pricing represent the changes in the euro. Значит, к сожалению, тут вмешиваются посторонние такие факторы, как, например, нынешняя слабость рубля, и рост цен, который вам придется испытать, он может будет не 5%, а немножко больше. Но тем не менее, вот если посмотреть на европейский рынок, то все это вышеприведенное справедливо. So the two key events as far as we're concerned was the launch date, which was actually March the 1st. It was the first time in our history that we were able to organize ourselves well enough that it truly was on March 1 a global launch, was when around the world they became available at a retail level. У нас есть ключевые моменты, которым мы придаем особое внимание, особую важность. Это выпуск «Свет». Так вот, впервые в истории 600-й серии им удалось организовать всемирную премьеру серии одновременно на всех континентах. Это было 1 марта нынешнего года. Yeah, and the launch included both finishes. So from March 1, both finishes, black and white, have been available for you to going in the Russian market. И с 1 марта уже были доступны обе отделки, и белые, и черные. So before I hand back to Mike to get into the technology and the detail behind the range, any questions? Значит, есть ли вопросы без политики по этой части, прежде чем дело перейдет к технологиям? Excellent. So you'll have lots of opportunities to ask questions as we get into the product. Возможность будет и за кофе, и вечером. So now I'll hand you back to Mike. Drive units, starting with the tweeter. Разговор о технологиях начнем с того, что рассмотрим подробно отдельные динамики, драйверы. Now the tweeter probably encapsulates most of the change that has gone on with the range. Твиттеры, которые в новой серии, они, возможно, впитали в себя максимум изменений, максимум новшеств. And you can see an exploded picture of the tweeter construction on the screen in front of you. Здесь на экране вы видите твиттер в разборе на все составные его детали. There are really four things you need to take notice of, and the first one is the diaphragm. Значит, обратить внимание вы должны на несколько кардинально новых вещей. Первое из них – это диффузор твиттера или купол твиттера. Now for 800 series we introduced across the range the diamond tweeter, which we know gives a vastly superior performance compared to our standard aluminium dome. Как вы знаете, в 800-й серии у нас теперь по всей буквально линейке алмазные твиттеры, которые в свое время обеспечили
огромный скачок в качестве звучания по сравнению со всеми другими. And for some time we worked on trying to find a product that was in between those two performance levels, and that was still cost effective to use in the less expensive ranges. Но мы продолжали свои исследования, чтобы найти материалы и геометрии твиттеров, которые заняли бы промежуточное положение между, скажем, дорогими алмазными твиттерами и доступными простыми алюминиевыми куполами. Because we knew from the work we'd done with Diamond that if we could raise the frequency where breakup started, then that would make the performance, the audible performance of the tweeter better in the human hearing range below 20 kilohertz. Что мы делали? Мы старались повысить частоту первого резонанса, зная, что чем выше эта частота, чем дальше она от слышимого слухового диапазона, тем лучше звучание внутри нашего слышимого звукового диапазона. Now the first solution to this was the carbon brace tweeter that we introduced with the PM1 model. Первое решение, которое мы применили, это специальная углеродная навивка, упрочнение углеродным волокном, использованное в твиттере для колонок PM1. That worked very well, but the problem with it was that the carbon ring added so much mass that it made the tweeter drive unit very insensitive. Это было замечательное решение, но, к сожалению, у него тоже оказался недостаток. Навивка углеродным волокном настолько увеличила массу твиттера, что он оказался не слишком чувствительным. Now that's okay with a system that has a sensitivity of 84 dB, but when you're striving for the likes of 90 dB, then you need another solution. И когда у вас чувствительность падает до 84 дБ, конечно, есть желание добиться, чтобы было все-таки 90 в такой серии. And that solution was the dual layer dome or double dome that was introduced with the CM10. И мы долго думали, исследовали различные варианты, наконец нашли решение. Это решение впервые было применено в колонке серии CM10 новой. Называется двойной двуслойный алюминиевый купол. And you can see from the diagram there that you have a regular dome, which is thinner and lighter than the previous standard dome, but behind that and stuck to the back of it is a ring of aluminium, and the two together give you a total diaphragm stiffness that is higher than having a single layer of aluminium. Если внимательно всмотреться вот в эту фотографию, вы можете увидеть, что есть алюминиевый купол, но более тонкий, чем у предыдущего поколения, плюс упрочняющее кольцо, второй слой, который скрепляется, склеивается с этим алюминиевым куполом, и в результате получается более жесткий и в то же время более легкий купол твиттера из алюминия. So that's improved performance from the diaphragm, but for some years now we've recognized that to mechanically isolate a drive unit from the cabinet gives you acoustic benefits. This is a process known as decoupling. Это что касается диффузора, купола двухслойного. А еще один существенный момент, то, что мы обнаружили, если виброизолировать твиттер от всей колонки, то звучание тоже можно существенно улучшить. Now, up to now, we've only included decoupling in tweeters when we have the tweeter sitting on top of the main cabinet. Когда, скажем, твиттер находится наверху корпуса, это сделать очень просто. Там есть специальная виброизолирующая прокладка из демпфирующего материала. But for the first time, we're introducing decoupling on tweeters that are mounted in the baffle. А вот здесь нам впервые удалось виброизолировать твиттер, который находится внутри корпуса. And you can see this part here is rather like a tire, and that actually sits and wraps around the magnet system. Значит, здесь вы можете видеть вот это вот толстое кольцо, у которого внутренний слой сделан из специального резиноподобного материала, демпфирующего мощные вибрации, приходящие от всех остальных динамиков. Now, the other two features that I want to talk about really affect you as dealers, but less so the public that you're selling to. What?
the next US two dealer? features, Yes. they're important for the dealers, less so for the consumers. А следующие два нововведения, они более важны для дилеров, а не для потребителей. You will have noticed if you've ever needed to replace a tweeter in a Series 4 600 series product that you have to remove the drive unit below it, reach in with your hand and unscrew the driver from the back. Значит, в предыдущих поколениях 600 серии снять и заменить твиттер было очень сложно. Вам приходилось удалять все почти его устройство, чтобы что-то там отвинтить сзади. That's no longer necessary, and that tweeter can be removed from the front without having to take any other drive units out. А теперь вся эта задача замены серьезно упростилась, потому что твиттер можно вынуть вперед, не озабочиваясь тем, чтобы залезать внутрь корпуса. Now, one of the main reasons that you might want to have to change the tweeter is that you get damage in the store. People simply come up and push their finger in the dome. Одна из главных причин, почему вам потребуется заменить твиттер, это повреждение. Это довольно частый случай в магазинах, когда приходит любознательный, любопытный покупатель и пытается проверить, чего там, из чего это сделано. Now, I don't know whether people do this accidentally or whether they do it on purpose, but we've added the protective grille in front of the tweeter to stop this happening altogether. Иногда люди делают это случайно, иногда преднамеренно, и чтобы ничего такого не было, в этом поколении появилась прочная металлическая защитная решетка. Now, it's impossible to remove that grille simply by using your fingers. И сейчас стало невозможно снять вот эту металлическую решеточку просто рукой или просто пальцами. So anybody wandering around the store can't take it off. Thank you very much. Applaus for the designers. Yes, it's long overdue. However, you do need to remove the grille if you want to replace the tweeter, and you need a magnet to do that. You pull it off with a strong magnet. Значит, у них есть специальный инструмент, очень сильный магнит, с помощью которого можно удобно снять эту защитную решеточку и потом, скажем, заменить твиттер, если это вам нужно. And we provide a little tool, which is a little plastic molding with a neodymium magnet in it, to help remove that grille. Специальный пластиковый молдинг, в который вмонтирован мощный неодимовый магнит. И он поставляется для того, чтобы дилерам удобно было со всем этим обращаться. So the procedure is you remove the grille with the magnet. You can then get your fingers into this decorative plate, just pull it off, and you see the fixing screws for the tweeter behind. Итак, вы сначала удаляете защитную решетку с помощью мощного магнита, а потом просто пальчиками вытягиваете твиттер из демпфирующей виброизоляционной оболочки и видите после этого крепежные болты. Now, it's all very well saying how effective decoupling is, but there really ought to be some scientific proof, and here it is. Значит, насколько эффективна вот эта вот изоляция от внешних вибраций, видно, ощущается не только на слух, но и можно подтвердить с помощью измерений. We took an old 685 and we took a new 685 Series 2, and we put an accelerometer in the space between the tweeter and the base unit. Для сравнения, на колонку 685 предыдущей поколения и новой серии, вот этой, у которой приставка S2, они ставили акселерометр, измеряющий ускорение, и ставили его между твиттером и следующим динамиком. And we measured the accelerometer output when the tweeter was given a signal. Мы измеряли выход акселерометра при подаче на твиттер акустического сигнала. And you can see the dramatic reduction in output from the accelerometer in the new system compared to the old system. И вы можете увидеть, что кардинально сократилось количество колебаний, которые передаются от работающего твиттера на корпус. I also want to show the efficacy of the double dome construction and the improvement in performance that gives. Еще бы я хотел показать, насколько повышается эффективность конструкции
нового образца двуслойного алюминиевого купола по сравнению с однослойным. And you can see from the graph that in the green trace, that the first breakup resonance has been shifted higher in frequency. Вы можете видеть, насколько выше вверх по частоте была смещена точка первого резонанса алюминиевого купола. Now the important thing is not what happens at the frequency of that peak, it's the performance of the dome, the way the dome behaves below 20 kilohertz where we can hear. Но на слух важно не то, насколько там этот пик сместился, а то, насколько хорошо, насколько лучше и плавнее стала характеристика в пределах 20 килогерц, то есть то, что мы слышим. And you find that if you look at the performance of the dome, if you look at the way it's behaving with a laser beam, which we can do, then you see it's moving much more like a very simple piston, and the sound is much purer. В их лаборатории можно не только на слух и с помощью акселерометра, а еще можно посмотреть на движение этого двуслойного алюминиевого купола с помощью лазерного интерферометра. Он измеряет характер движения, скорость, и из всего этого становится видно, что новый купол движется гораздо ближе к идеальному поршневому движению. Now, if we look at the driver from the front, you'll see the two different colors of the aluminium trim depending on the finish of the cabinet. Когда вы смотрите на эти колонки в разные отделки, белые и черные, вы можете видеть, что цвет решеточки тоже варьирует, немножко, значит, следуя за тем, что изменяется в отделке самой колонки. You'll also notice on the white cabinet, it shows on the next one, when we look at bass mid-range units now, these are used in all the two-way systems. Вот это вот басово-среднечастотный динамик, он используется в обоих вариантах. You can see that the trim ring, which hides the fixing screws from the driver, is painted the same color as the cabinet. And on the white finish, it's interesting to note that we've been able to source white grill plugs, grill sockets. The old days, they used to go rather yellow. Now we've got them to keep pure white. Значит, здесь можно видеть, что для белой колонки с белой отделки вот эта окантовка средней низкочастотного динамика тоже становится белой. И кроме того, даже как это называется, в общем, вокруг болтов вот эти вот элементы тоже приобретают белый цвет. Now that drive unit looks quite similar to the one in the old series, but I want you to concentrate on that device that's in the middle, the dust cap. Этот средний низкочастотный динамик в целом очень похож на то, что было в предыдущей серии. Но я хотел бы сосредоточить ваше внимание на том, что в самом его центре. Instead of the bullet-shaped plastic molding that we had in the old series, now you have what I like to call not a dust cap, but a dust plug. Вместо пулевидного из пластика сделанного пылезащитного колпачка, который раньше был в центре, теперь есть специальная новая конструкция, демпфирующая конструкция, тоже пылезащитная, но совершенно другой формы. Now this is a technique that we first showed on the PM1 base unit. Это технология, которую мы впервые использовали в колонках PM1. Now when a cone goes into breakup, it starts to flex and it tries to make the voice coil bobbin go out of round. Значит, когда среднечастотный динамик подходит к частоте первого резонанса и пытается сам совершать изгибные колебания, это приводит к тому, что звуковая катушка перестает двигаться точно в зазоре параллельно магнитным магнитам, и ее движение начинает искажаться, то есть вихлять начинает. Now that plug is shaped rather like a mushroom. You can see the cap. That's visible from the front, but the stalk is a plug that fits very tightly inside the voice coil bobbin. Новый пылезащитный колпачок, он прочно связан
с гильзой звуковой катушки и не дает ей искажаться и вихлять. And that plug in the voice coil stops the voice coil itself going out of round, which in turn reduces the level of breakup within the cone itself. Значит, потому что эта пылезащитная насадка, колпачок, не дает звуковой катушке самой тоже испытывать какие-то резонансные колебания, то уменьшается и резонансы внутри самого диффузора. And of course, again, it's best to see some scientific proof of that, and we can look at the impulse response of the old and the new drive units. И, конечно, лучше всего посмотреть на все это дело с научной стороны. Здесь уже не частотная, а импульсная характеристика, то есть такой вот скачок. Импульс подается на средний и низкочастотный динамик, и как он отрабатывается, посмотрите. We have expanded the vertical scale so that you can see the detail in the tail. На самом деле здесь масштаб по вертикали сильно увеличен, чтобы увидеть все детали поведения во времени. And you can see in the blue trace, which is the old drive unit, some very rapid fluctuations which are indicative of a higher frequency resonance in the cone. И вы можете видеть, что синяя кривая содержит на себе множество таких призвонов, призвуков, колебаний достаточно высокой частоты, которая искажает и окрашивает основной звук. And in the red trace, which is the new drive unit, you can see that resonance is completely absent. А вот на красной кривой во времени эти колебания практически полностью отсутствуют. Вот этот новый пылезащитный колпачок, намертво скрепленный со звуковой катушкой, держит все как жесткую поршнеобразную конструкцию, и колебания устранены. Now this resonance is outside the nominal working range of the drive unit, but because we are now using very low roll-off rate crossovers, it's important that the drive unit's performance is kept smooth way outside of its nominal band. Дело в том, что эти резонансы, первые среднечастотного диффузора, они вообще-то находятся далеко за пределами его рабочего диапазона, за пределами того. Но дело в том, что мы сейчас используем более простые кроссоверы с меньшей крутизной спада, и нам важно, чтобы среднечастотный динамик вел себя хорошо не только в своем диапазоне, но и далеко за его пределами. Okay, so that's the base mid-range unit of two-way systems, but when we come to three-way systems, we have to separate out those two categories, separate mid-range and separate base unit. Это значит 684, там два низкосреднечастотных драйвера, а сейчас мы переходим к трехполосной старшей колонке, и там разделены излучатели средних частот и два излучателя низких частот. Now, I'm not going to dwell too much on this because the design is very similar to the previous series. Here, in the middle of the base unit, we have a fixed phase plug. That's solid aluminium. Plastic, actually, it's a solid thing. It's not a skin dust cap like we had on the base mid-range units before. That's a solid plug. Solid plug? Yes. Здесь в трехполосной конструкции достаточно традиционное построение среднечастотного динамика, потому что он здесь не работает на низких частотах, и здесь находится по-прежнему такой же пулеобразный пылезащитный колпачок. There has, however, been quite a change to the construction of the base unit. Главные изменения произошли в конструкции басового драйвера. Now from the front you still see an aluminium cone like you did with the previous series. С фронтальной стороны вы по-прежнему видите алюминиевый диффузор, как и в предыдущем поколении. And like the tweeter decorative plate, it is a different color depending on the finish of the cabinet. Как и для твиттера, окружающее кольцо тоже меняет свой цвет в зависимости от отделки корпуса. But in the center you see a smaller and a concave rather than a convex dust cap.
Но в отличие от предыдущего поколения, в центре этого алюминиевого диффузора вы видите не выпуклую, а вогнутую поверхность. And the performance of that dust cap is better controlled to a higher frequency, being smaller. Вот такая вот пылезащитная конструкция в центре вогнутая гораздо лучше по своим оказалась характеристикам, чем выпуклая. But behind that facing aluminium cone, things are quite different. Но вот за этим лицевым алюминием конструкция кардинально другая. In the old series, behind the aluminium was a layer of paper Kevlar which added stiffness and damping. Значит, сзади есть, во-первых, слой бумаги с кевларом, который служит для демпфирования. But we've found that you can get a better result by taking a similar design approach to the tweeter, and we have behind that aluminium a ring of aluminium which is stuck to the back around the outside edge of the cone. Кроме того, здесь, так же как и в Твиттере, мы поняли, что можно пойти по пути двухслойной алюминиевой конструкции, и вот за лицевым слоем алюминия находится еще кольцо алюминиевое по краю, которое упрочняет основной диффузор. And in the next graph we'll see how the performance is improved by raising the frequency at which breakup starts. На этом графике вы можете увидеть, насколько улучшилось поведение двухслойного диффузора по сравнению с однослойным, благодаря этому упрочняющему кольцу. Now remember that the crossover frequency in our three-way systems is down here, around about 300, 350 hertz. So that peak will be well attenuated in the overall performance of the system. Значит, вспомните о том, что в этой трехполосной системе частота раздела, которая обеспечивает кроссовер, это где-то 3,5 кГц. И вот важно, чтобы пик первого резонанса оказался далеко за этими пределами, и характеристика внутри тоже была лучше. Now all these drive units have to be brought into one system, and we do that with the crossover, and the crossovers are deliberately very simple in topology. Для того, чтобы сделать трехполосную систему, мы вот эти два низкочастотных динамика встраиваем в трехполосную акустику, но при этом мы опять идем по пути упрочения конструкции кроссовера. Now the reasons for using very simple crossover networks are, first of all, the fewer components you use, the more easily you can preserve the quality of the signal as it passes through the filter. Какой побудительный мотив к тому, чтобы использовать все более простые кроссоверы? Дело в том, что чем меньше компонентов на пути сигнала, тем ближе мы к исходному оригинальному сигналу, тем больше от него остается. The second thing is that the fewer components you have for a given price or for a given cost, you can use better quality components. Другая причина, что чем меньше компонент, то в заданной ценовой категории вы при тех же затратах можете использовать компоненты гораздо более высокого качества. And we find that when you begin to have a more gradual transition from one drive unit to another, the whole system sounds more homogeneous. И мы обнаружили, что если переход от рабочей зоны частотной одного драйвера к другой происходит более плавно, не круто работает кроссовер, то это благотворно сказывается на звучании. Now I'm going to say a little word about the bass response of some of these systems, because we have had people who have read our specifications and said, surely you have made an error, there is a misprint. Еще я должен сказать несколько слов о характеристиках, которые указаны в паспорте на колонке. Дело в том, что когда люди читают наши спецификации, некоторые из них говорят, вы тут сделали ошибку. Более младшие колонки меньшего размера имеют более низкую частоту рабочую по басам. In particular, if you read the specifications, the 684 Series 2 appears to have less bass than the 685 Series 2, which doesn't seem right. Особенно если сравнить параллельно 685 и 684.
684 напольные, вроде у них должно быть баса меньше, но у них нижняя указанная частота выше, чем у 685. Получается, что полочные колоночки заходят по басам гораздо ниже. Now, that graph there shows you the bass responses of the 683, 684, 685 and 686. Для того, чтобы все это разъяснить, нужно посмотреть на кривые амплитудно-частотные характеристики всех колонок этой серии от 3 до 686. And you can see that the 685 and the 686 have quite a different shape to the floor standing 684 and 683. И вы увидите, что форма, точнее скорость, с которой, крутизна, с которой спадают потом басы, она разная у разных колонок. The floor standing systems get more reinforcement from the floor because the cabinets go right down to the floor. You get more enhancement from the reflection of the floor. С чем это вызвано и с чем это связано? Дело в том, что полочные колонки, как правило, находятся ближе к полу, а пол, как акустическая граница, дает подъем по низким частотам. So both these systems have an alignment that deliberately rolls off from quite a high frequency because you are getting this reinforcement from the floor. Поэтому все напольные колонки имеют специально раньше спадающую басовую характеристику, чтобы заранее учесть эффект отражения от пола. So that is balanced, they're balanced so that they sound right in a normal listening room. Поэтому мы таким образом балансируем их звучание в обычной комнате прослушивания. Now, the problem we have is that all rooms are different and it is not easy to get a consistent measurement of bass performance in a room. Трудность здесь заключается в том, что измерить все эти басовые характеристики в обычной комнате довольно сложно на низких частотах. And the only consistent environment you have is an anechoic chamber. And of course the anechoic chamber measurement does not give you any idea of the reinforcement you're going to get from the floor. А вот когда вы измеряете в безэховой камере, то те измерения как раз не могут вам дать никаких намеков на то, какой будет бас в реальном помещении. Now we quote in our specifications two parameters. One is the frequency response, which is between plus or minus 3 dB limits. Мы задаем в своих технических характеристиках два параметра. Первый – это частотный отклик в пределах плюс-минус 3 дБ по характеристике. And we quote the frequency range, which is the extremes of performance, where the level has dropped 6 dB below the average level. Но кроме этого мы обязательно приводим еще вторую характеристику – полоса частот в пределах падения на минус 6 дБ. And if you look at the red trace, which is the 684, and the green trace, which is the 685, now minus 6 dB frequencies are more or less the same. И если вы посмотрите на зеленую и красную характеристику, соответственно, для 685 и 684, вы увидите, что зеленая падает, начинает падать позже, но падает круче. And if you look at where they cross the minus 3 dB line, the frequency of the 684 is much higher than the 685. Если ограничиться только полосой в плюс-минус 3 дБ, то окажется, что может возникнуть такое ошибочное мнение, что 685 дает вам больше басов, чем 684. But when you listen to these two in the then the level of the bass in the 684 is enhanced by the floor, but the 685 it is not. And if you look below the 6 dB frequency, if you look at very low frequencies, you can see that the output from the 684 is indeed higher than the 685. Но если вы поставите их играть в реальной комнате, то добавится отражение от пола, усиление басов, связанные с этим, и вы поймете, что тут имеет значение характеристика на уровне минус 6 дБ, потому что приблизительно на те же самые 6 дБ одна граница, то есть пол,
приподнимает нам отдачу по басам. So when you listen to these things in a real listening room, the 684 sounds quite properly to have more bass than the 685. И если вы послушаете их в реальной комнате, то 684 на слух дадут вам больше басов, чем 685. Okay, that's common technology throughout the range. I'm now going to go quite quickly through each of the individual models in turn. Это общие технологии для всей серии, а сейчас я кратко еще остановлюсь на отдельных характеристиках разных моделей. If you look at the range, you'll see that it is divided into three categories: bookshelf, floor stander, and center channel. And within each of those categories, there is a system based on 6.5-inch drive units and one based on 5-inch drive units. Вся семейка 600 разделена на полочные, напольные и колонки центрального канала. Так вот, их можно еще разбить таким образом. В одних используются 5-дюймовые басовые драйверы, а в других 6,5-дюймовые. The smallest system of the lot is the 686, which is a two-way 5-inch based system. 686 – это двухполосная полочная акустика с 5-дюймовым низкочастотным динамиком. And if you compare the old one, Series 4, with the new one, the S2, you'll see that the height has increased quite dramatically, but the cabinet has got a little narrower. Если вы посмотрите на колонку 600, то есть шестую модель из предыдущей серии, из новой серии, вы увидите, что, во-первых, у нее увеличилась высота, и она стала уже и стройнее. Now, of course, the increase in height has been made necessary because we brought the port from the back to the front of the system. Высоту пришлось увеличить из-за того, что мы порт фазоинвертора перенесли с тыльной стороны на фасад. Now, I think that the new shape with the taller system is actually a better looking profile. По моему мнению, вот эта вот новая форма с совсем вынесенным на переднюю панель смотрится гораздо лучше. But it has another beneficial effect because the overall volume is the same. Because it's higher, we've been able to make it less deep, which is important if you're hanging the thing on a wall. Очень важно также то, что при сохранении внутреннего объема за счет того, что она стала выше, мы смогли уменьшить ее глубину, и это выигрышно для подвески на стену. That is the only product that retains the wall bracket on the back. We have deleted it from the 685 because the depth of that is still quite considerable. It's about 30 centimeters. Здесь осталось, то есть на 686 остался кронштейн для подвески на стену, а вот 685 они вынуждены были отказаться от него, потому что глубина по-прежнему большая. But even that system is slightly narrower and looks the better for it. It's about 5 millimeters narrower. 685 новая выглядит немножко уже, но по высоте практически не отличается и имеет низкочастотный динамик 6,5 дюймов. Now both these systems are two-way bookshelf, but the larger 685 enables you to have greater sensitivity, and the larger drive unit means that you can have more power in the bass is more extended. Обе эти системы напольные, но старшая 685 имеет более высокую чувствительность, потому что у нее больше диаметр басового драйвера, и она может выдать большую отдачу. It's worth saying at this point that the sensitivity of the 686 is slightly higher than it was before. Немножко повышена чувствительность по сравнению с тем, что было раньше. We have let the mid-range be a little bit higher in level, which is more appropriate because the system is generally used with its back close to a wall. Мы немножко дали возможность среднечастотному драйверу, низкосреднечастотному драйверу работать громче. Это важно, потому что колонка в основном используется близко, рядом со стеной. And of course that system is more likely to be used with lower power amplifiers, and having a more sensitive speaker means that there is less danger of the amplifier going into clipping. Естественно, когда мы увеличили чувствительность, система стала менее требовательной к мощи усилителей, и у вас
меньше шансов зайти в зону искажения и клипирования с недостаточно мощным усилителем. And you will find that it is more sensitive than either the PM1 or the CM1. Вы можете обнаружить даже, что она гораздо более чувствительной, чем PM1 и CM1. Now the 684 has undergone quite a transformation because it is now based on 5-inch drive units and not 6.5 inches as it was before. 684 претерпела существенное изменение, потому что драйверы, которые в ней из 6,5 дюймовых, вместо них поставили 5-дюймовые. And the smaller units, of course, can be closer together, which means that we can be successful with a simpler two-way design rather than the 2.5-way design of the old model. Но это не только единственное изменение. Дело в том, что предыдущая колонка была 2,5-полосная, то есть один из динамиков, два работали на низких частотах, а потом на средних оставался только один. Здесь, благодаря более близкому расположению, оба работают вместе, она двухполосная, чисто двухполосная. Now we have, one of the reasons for doing this obviously is that it is more domestically acceptable to have a narrower system. It's easier to fit within the decor of smaller rooms. Есть у нее много достоинств, преимуществ, но вкратце можно сказать, что она более домашняя, благодаря тому, что она более узкая и занимает меньше места. And the 683 remains a three-way system, a full three-way system, still built around 6.5-inch drive units. So it gives the highest sensitivity, it gives the greatest extension in the bass. Старшая колонка 683 по-прежнему трехполосная. Естественно, у нее более высокая чувствительность, более высокая отдача и большую громкость из нее можно извлечь. We have two center channel speakers. The smaller of the two is based around 5-inch drive units, so you would typically use it 686, 685, 684. У нас две колонки центрального канала, и младшая из них HTM62S2, она обычно используется с полочными 685, 686 и имеет динамики 5 дюймов на передней панели. And like the 686 has got narrower, so this center channel speaker has got less high, but it's had to increase in width a little bit to maintain the internal volume. Для того, чтобы сохранить внутренний объем при уменьшении высоты, она стала немножко шире. The larger of the two center channels has probably undergone more change than any of the other models in the range. Выпуск двух новых колонок центрального канала потребовал множество изменений, может быть, даже гораздо больших, чем у других колонок. Now, as we've replaced it, I think it's safe to tell you that we think that this approach here that we had with the old HTM61 was wrong in its concept for a couple of reasons. Значит, вот тот подход, который был в старой колонке центрального канала, он все-таки оказался неверным по двум причинам. We wanted a three-way system that would match acoustically, be voice matched to the three-way 683. Дело в том, что нам нужно было обеспечить центральную колонку, согласованную по характеру звучания, по так называемому войсингу, с трехполосной 683. But in an attempt to keep the system as small as possible, we only had one bass drive unit next to the mid-range. Но в попытках сделать как можно больше, более компактную колонку среднего канала, мы сделали ее несимметричной. У нее с одного боку среднечастотный драйвер, а с другого басовый. Now that had two negative effects. First of all, it didn't have the power in the bass that the 683 had. Это имеет несколько негативных последствий. Первое, по басам она не слишком мощная из-за того, что только один динамик. And because you've got a bass unit placed by the side of the mid-range unit, the whole system is not symmetrical, therefore the polar pattern was not symmetrical. И от того, что у вас справа басы, а слева средние частоты, вообще весь центр получается несимметричным. So we decided that the proper solution, the proper way to do things in this case was to copy the CM Center 2 and make a full three-way system with two bass units
and then add the mid-range unit and the tweeter one above the other so that the polar pattern was symmetrical left to right. Поэтому они пошли на решительный шаг и сделали трехполосную колонку центрального канала, полностью трехполосную, установив посередине средний частотник и по краям два больших басовых драйвера. Now, although all the auditioning, all the design has been done around two-channel music, nevertheless we have to think about home theatre, and we are recommending two home theatre packages, one based around the 684 and one based around the 683 system. И хотя все у нас в этой 600-й новой серии разрабатывалось и нацеливалось на стереомузыку, на стереосистемы, тем не менее из этих колонок можно собрать успешные комплекты домашнего театра, и мы заранее имеем две рекомендованных системы многоканальных, одну на базе 684-х, другую на базе 683-х. In both these systems, we're recommending the 686 for surround application. В обоих домашних театрах мы рекомендуем на тылы 686-е, самые маленькие колоночки. And we feel we can do this even for the larger system because the new 686S2 has higher sensitivity. Это можно сделать даже для старшей системы, потому что теперь 686 имеет достаточно высокую чувствительность. But you can see the 683-based package has the larger of the two center channel speakers. The 684 has the smaller one. Но вы видите здесь разницу, во-первых, в центральном канале. В старшем домашнем театре это полностью трехполосная центральная колонка. And the two subwoofers on the left is the ASW 610. On the right is the more powerful ASW 610 XP. И слева менее мощный сабвуфер, это ASW 610, а справа с приставочкой XT. So, just to round up, you will see we have increased performance, we've got better tweeter, better drive units, better crossovers. Итак, суммируя все, мы можем в качестве резюме сказать, во-первых, повысилось качество звука благодаря новым твиттерам, новым динамикам по низким и средним частотам. Aesthetically, we have a completely new design, so you have new trims, new colors, you have better cabinet proportions. Полностью новый дизайн с новыми защитными решетками, с новыми окантовками, с новыми пропорциями, гораздо более эстетически выглядящий утонченно. And with the protection on the tweeter, hopefully we've made your lives easier in the store, less damage. И, разумеется, защита твиттера металлической прочной решеточкой облегчит вашу жизнь не только дома, но и в магазине. And the whole systems are easier to service should you need to do so. И всю систему обслуживать работникам сервиса теперь будет гораздо проще. We're going to take a break now, and please have a cup of coffee, have some refreshment, just take a rest, and we'll come back and Rob Sinclair is going to talk about some of the marketing stuff. А сейчас, After the break, we're doing demo. Right. значит, сейчас мы должны сделать перерыв на кофе, и, как говорят, еще в это же время будет демонстрация звучания. Так что перерыв. Давайте потом тогда. 10 минут.